Всех приветствую на канале. Остров Пасхи, или Рапа-Нуи, один из самых удаленных населенных островов в мире, и во многом благодаря изолированности история Рапа-Нуи носит уникальный характер. Существует множество научных гипотез и догадок относительно времени заселения Рапа-Нуи, расовой принадлежности местных жителей, причины гибели уникальной цивилизации, представители которой сооружали огромные каменные изваяния, майи, и знали письменность ронга-ронга, которая до сих пор не расшифрована лингвистами. С открытием острова в 1722 году голландским путешественником Якобом Рогевеном и появлением первых католических миссионеров произошли коренные изменения в жизни рапануйцев, были забыты существовавшие в прошлом иерархические отношения, прекращена практика каннибализма. В середине XIX века местные жители стали объектом работорговли, в результате которой погибла большая часть рапануйцев, а вместе с ними утеряны многие элементы уникальной местной культуры. 9 сентября 1888 года остров был аннексирован Чили. В 20 веке Рапа-Нуи стал объектом огромного интереса для исследователей, пытавшихся разгадать тайны исчезнувшей рапануйской цивилизации. Среди них был норвежский путешественник Тур Хейердал. В это время произошли некоторые улучшения в инфраструктуре острова и качестве жизни рапануйцев. В 1995 году национальный парк Рапа-Нуи стал объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В 21 веке остров продолжает привлекать туристов со всего мира, а туризм стал основным источником доходов для местного населения. Ранняя история Рапа-Нуи. Время заселения острова Пасхи. Данные радиоуглеродного анализа, полученные учеными Терри Хантом и Карлом Липа из Калифорнийского университета, США, в ходе исследования 8 образцов древесного угля из Анакены, свидетельствуют о том, что остров Рапа-Нуи был заселен примерно в 1200 году нашей эры, что на 400-800 лет позже, чем предполагалось ранее, и всего за 100 лет до того, как на острове стали исчезать деревья. Ранее считалось, что колонизация Рапа-Нуи происходила в 800-1200 годах нашей эры, а экологическая катастрофа, которая характеризовалась исчезновением на острове пальмовых деревьев, началась как минимум спустя 400 лет после заселения. Однако точка в вопросе колонизации острова еще не поставлена, и вполне вероятно, что эта цифра может быть опровергнута. Остается открытым и вопрос о пути заселения острова Пасхи. На протяжении 20 века было предложено множество научных гипотез, которые выделяют несколько центров, откуда происходило заселение Рапа-Нуи. Легенда о заселении острова. Согласно легендам древних рапануйцев, собранным Себастьяном Энглертом, остров Пасхи появился благодаря великану Уоке, который своим посохом разрушил крупную страну, сравнимую с Хивой, полинезийское название Маркизских островов. Первыми же поселенцами Рапа-Нуи были нгата в Акейте Ахира. Они высадились на острове рядом с местечком Тератомиа и остановились у Ваи-Марама, название небольшого озера рядом с Матавери. Уоки снова начал разрушать остров, и чтобы остановить великана, Теахира прочитал заклинание, после которого посох Уоки сломался, а остров был спасен. Заселение острова Пасхи связывают с именем вождя Хоту-Матуа. По одной из наиболее распространенных версий местной легенды, Хоту правил в Мара-Эрионга, области Маори страны Хива. Его отца звали Таане-Арае, жену Вакае-Ахева. Сестру Хоту звали Авариипуа, которая жила в Мара-Этахиа. Во время правления Хоту-Мата о стране угрожала большая опасность. Происходило затопление, которое могло привести к исчезновению Мара-Эрионга. Одному из жителей этой полинезийской страны, Хау-Мака, приснился сон, в котором его душа путешествовала по неизвестному острову. На следующий день он сообщил о нем Хоту-Мата, который сразу же приказал снарядить группу из 7 молодых храбрецов, которые должны были найти и исследовать таинственный остров Прим-2. Ими оказались Ира, Рапаренга, Кууку-Охотава, Ренгигинги-Охотава, Нанома-Охотава, Урё-Охотава, Мака и Ренгиринги-Охотава. Доплыв до острова Пасхи, разведчики высадились в Ханга-Тёпоу, пляж Винапу, а затем пошли к вулкану Рана-Каа, где Кууку высадил Ямс. Затем они начали обходить остров, чтобы найти подходящее место, где Арики Хоту-Мата мог бы высадиться. Однако полуостров Пойки и бухта Ханга-Хону не подходили для больших каноэ. В бухте Ханга-Хону они заметили большую морскую черепаху, которая на самом деле была духом,
преследовавшим их на протяжении всего путешествия. Разведчики решили пойти за черепахой. Так они достигли Хиромако, часть бухты Анакена, где путешественники решили поднять черепаху. Но никому не удалось сделать это, кроме Куукоу. Однако черепаха ударила его плавником. Куукоу не мог передвигаться, и друзья отвели храбреца в пещеру, где оставили Куукоу без присмотра на верную смерть. В это время Ира и Рапаренга отправились к вулкану Ранака. Втайне от других разведчиков они спрятали привезенную статую Маай Хинариру. Когда они добрались до Оронга, путешественники обнаружили, что посадка Ямса была вытеснена сорной травой попора. Ира сделал вывод, что это непригодный для жизни остров. Поэтому разведчики решили возвратиться домой. Только Рингиринги противился этому. Посочувствовав ему, Маккай решил выведать у Ира и Рапаренга место, где была спрятана статуя Хинариру. Рингиринги, притворившись спящим, подслушал разговор, в котором Ира сказал «Рухи направо, Пу налево, ожерелье из жемчужин на статуе Хинариру». Однако уплыть путешественники не успели. После двухмесячного плавания Арики Хотумата уже подошел на 2 каноэ к 3 островкам около острова Пасхи у вулкана Ранака. У острова Мотунуи Ира и Рапаренга объяснили вождю, что остров непригоден для жизни, но Арики все же решил высадиться на нем. Тогда разведчики рассказали, как доплыть до бухты Анакена, которую они нашли удобной для высадки. 2 каноэ поплыли в разном направлении, чтобы осмотреть весь остров. Хотумата поплыл с востока, а Тоукаиха с женой Арики поплыли вдоль западного берега Рапануи. Во время плавания Аварипуа родила сына, которого назвали Туумахёке. Король высадился в Хиромако, а королева – у Ханга Хира. Вскоре на берегу бухты Анакена были построены дома, где жили поселенцы. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.